Привет, друзья! Очень жарко, поэтому сегодня устанавливаем климат-контроль. Давайте я вкратце расскажу, что нам потребуется для установки климат-контроля. Максимально кратко, потому что очень жарко, еще солнце слепит, поэтому я буду в очках, заранее извиняюсь. Итак, первое, что нам потребуется, это регулятор климат-контроля. Он снят с японца, поэтому здесь регулировка температуры будет находиться с правой стороны. На машинах с левым рулем регулировка температуры находится с левой стороны. Ну, для меня это не принципиальный вопрос. Но если для кого-то это очень важно, я в отдельном видео могу показать, как перенести регулировку температуры справа налево. Для этого нам надо будет разобрать регулятор и перепаять пару резисторов. Также еще имейте в виду, что на машинах с 2013 года на данном регуляторе будет идти два разъема. Почему? Потому что блок управления климат-контроля совмещен с регулятором, поэтому и два разъема. Здесь будет один разъем, а непосредственно сам блок управления климатом находится отдельно, в районе бардачка. Что касается блока управления климат-контролем. У меня Lancer 2011 года, там установлен 403 блок. По отзывам он вполне адекватно регулирует температуру, поэтому его замена не потребуется. Следующее, что нам потребуется, это датчик температуры салона и трубка к нему. Трубку я купил оригинальную, но большинство ребят не заморачивается и покупают данную трубку в любом строительном магазине. Подключается это тоже все очень просто. Вставляем трубку в этот датчик, другой конец трубки подключаем к печке. Я далее более детально все это покажу. Разъем для подключения этого датчика уже подведен с завода, поэтому проблем с подключением не будет. Следующее, что нам потребуется, это датчик освещенности. Его по большому счету можно не устанавливать. Климат-контроль будет прекрасно работать и без него. Но я решил его установить. Основное его предназначение в том, что когда машина находится на солнце, климат-контроль работает более активно. Когда машина находится в тени, климат-контроль работает менее активно. Также имейте в виду, что данного датчика существует два вида. Это датчик освещенности и второй это датчик освещенности, совмещенный с автосветом. У меня просто датчик освещенности. И также еще важно, что на машинах до 2011 года разъем для подключения этого датчика освещенности будет у вас подведен в районе приборной панели. А вот на машинах после 2011 года, то есть на рестайлинговых лансерах, этого разъема уже не будет. Японцы его урезали. Поэтому придется протягивать отдельные провода до блока управления климат-контроль, чтобы подключить этот датчик. Но благо я нашел инструкцию, по ней все и подключим.
Ну что, ребят, давайте я поделюсь своими впечатлениями. Проездил я с новым климат-контролем пару дней, это просто земля и небо. Вот я отрегулировал оптимальную для себя температуру и больше сюда вообще не прикасался. Вот как утром завел машину, проездил практически до обеда, температуру вообще никак не регулировал. Теперь, что касается датчика освещенности. Все-таки польза от него есть. Я не знаю, видно вам сейчас или нет, но на него попадают прямые солнечные лучи. И обороты вентилятора работают с таким, значительным шумом. Но теперь, если этот датчик освещенности накрыть чем-нибудь, то обороты вентилятора начинают падать. Я не знаю, слышно вам или нет. Вот, прям значительно обороты вентилятора упали. Теперь, если этот датчик освещенности опять открыть, то обороты вентилятора начинают увеличиваться. Поэтому устанавливать датчик освещенности или нет, дело ваше, но я установил и абсолютно об этом не жалею. В целом, установка климат-контроля оправдана на все 100%.